Всем добрый день! Сегодня поговорим о группе Thin Lizzy. Это ирландская группа, созданная в Дублине в 1969 году. Считается примером для подражания большинства рок-исполнителей последующих поколений. Группа была основана декабрьским вечером, когда гитарист из Белфаста Эрик Белл встретился с органистом Эриком Риксоном в пабе и обнаружил, что они оба разделяют стремление сформировать новую группу. Оба музыканта в разное время играли в группе Them. После паба они пошли на концерт группы, в которой играли барабанщик Брайан Дауни и басист Фил Лайнет. И после концерта они предложили Лайнету и Дауни работать вместе. Впоследствии Лайнет напишет почти все песни группы, однако его детские годы сложно назвать счастливыми. С 4 лет он воспитывался бабушкой в Дублине и не видел своего отца вплоть до конца 70-х. Будучи ребенком ирландки и африканца, парень унаследовал от отца пышную, кучерявую и черную, как смоль, шевелюру. Он также был черным, что делало его белой вороной на фоне одноклассников. Еще тогда насмешки и нападки посеяли семена в его сознании, и даже будучи известным артистом, Фил не доверял людям. Название же группы представляет собой слегка измененное имя персонажа комикса робота, а тот, в свою очередь, получил его от жаргонного названия знаменитого автомобиля Ford модели T «Жестянка Лиззи». Дебютный сингл вышел в июле 70-го года, однако Риксон покинул группу перед самым ее выходом. Риксон решил вернуться в свою прежнюю группу, и зря. Сингл заметили, и уже к концу 70-го года группа подписывает контракт с Декой и записывают свой дебютный альбом. Для первого альбома он продавался умеренно хорошо, хотя и не попал в чарты Великобритании. В марте 71-го группа обосновалась в Лондоне до выхода их мини-альбома. Несмотря на плохие продажи, Дека согласилась финансировать запись следующего альбома. Как и в предыдущем, в песнях были анекдоты Лайнета и ссылки на его жизнь в Дублине и людей, которых он там знал. Музыкальный стиль альбома сочетал кельтские мотивы с примесью тяжелого рока. Опять же, альбом не попал в британские чарты. Примерно в то же время Дека решила выпустить в качестве сингла народную ирландскую балладу «Виски во фляге». Сингл возглавил ирландский чарт и достиг номер 6 в Великобритании. По поводу ирландской народной песни сразу приходит в голову бородатый анекдот о том, что Робин Гуд грабил богатых, потому что у бедных ничего не было. Тенденция идеализировать или восхвалять разбойников появилась не с бухты-барахты. Как правило, простой люд выражал таким образом свое недовольство социальным или национальным угнетением. Правда, герой песни мало походил на лесного партизана Робина Гуда. Содержание песни больше напоминает классический блатняк о лихом бандюгане, которого кинула коварная баба. Известно, что ирландские переселенцы, сражавшиеся на стороне северных штатов в гражданской войне, распевали на этот мотив строчки «Мы будем сражаться за дядю Сэма». Поэтому неудивительно, что песня была крайне популярна не только в Ирландии, но и в США. В 60-е самой известной американской версией была запись группы Highwaymen.
Однако самой известной и успешной стала рок-версия наших героев. Однажды группа репетировала свой материал в одном лондонском пабе. Когда репетиция была закончена и музыканты уже стали собирать аппаратуру, Лайнет неожиданно взял гитару и начал распевать всякие глупые песенки, в числе которых была и «Виски во фляге». Гитарист Эрик Белл и барабанщик Брайан Дауни стали подыгрывать, и в этот момент их застал менеджер. Импровизация так ему понравилась, что он настоял, чтобы группа сделала студийную запись старой разбойничьей песни. Музыканты удивились, но взялись за запись всерьез. Больше всех намучился Эрик Белл. По его словам, «Виски во фляге» была самой сложной песней, над которой он когда-либо работал. Дело в том, что ему очень хотелось придумать для нее что-то нестандартное. В результате на свет родились гитарное интро, имитирующие звуки волынки, и знаменитый риф, которых до этого в песне никогда не было. В рок-среде эта версия стала своеобразным стандартом. Именно ее взяла за основу группа Metallica, когда в 98-м записала свой вариант песни и даже получила Грэмми за лучшее исполнение в стиле хард-рок. Версия у Metallica хоть и вышла потяжелее, но от Thin Lizzy принципиально не отличалась. Следующий альбом группы был выпущен в сентябре 1973-го, но, несмотря на положительные отзывы, он снова не попал в чарты, а сингл из него попал в чарты лишь в Ирландии. Вскоре Эрик Белл покинул группу из-за ухудшения состояния здоровья и разочарования в музыкальной индустрии. Чтобы помочь закончить тур, в группу был временно приглашен Гэри Мур, который ранее играл с Лайнетом в другой группе. Однако Мур в группе пробыл недолго, до апреля 1974 года. С ним группа записала всего несколько песен. С уходом Мура в группу взяли двух временных гитаристов Энди Джи и Джона Кена. Ни тот, ни другой не рассматривались как постоянные участники. К тому же Лайнет и Кен не ладили. Начались прослушивания. Лайнет и Дауни в конечном итоге остановились на 18-летнем шотландском пареньке-гитаристе Брайане Робертсоне и калифорнийце Скотти Горами. Новый состав быстро нашел взаимопонимание. Группа стала вслед за Вишбон Эш рок-пионерами дуэта соло-гитаристов. Но записанный в итоге альбом был разочарованием для группы из-за его излишне мягкого продюсирования и недостаточно проявленного стиля группы. Робертсон назвал продюсирование Рона Невисона довольно безвкусным. Гором же сказал, что запись была нелепой и скучной. Как и предыдущие альбомы, он не попал в чарты. Однако затем они записывают альбом, который стал первым альбомом, попавшим в британские чарты, достигнувшим 60-го места. Альбом показал первое реальное свидетельство того двойного гитарного звучания, которое принесло группе наибольший успех. В частности, двойная гармония и соло обоих гитаристов. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме.
Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. После успешного тура группа записала альбом, который стал их прорывом к мировой популярности, попав в топ-10 в Англии и топ-20 в США. Выпущенный в 1976 году, он содержал в себе мировой хит. Журнал New Musical Express назвал эту песню лучшим синглом года. Группа гастролировала по США и планировала совершить тур туда снова, однако Лайнет заболел гепатитом и тур был отменен. Во время лечения он написал большую часть следующего альбома. Идеи для написания текстов Лайнет черпал в кельтской мифологии и своем личном опыте. Однако сессии звукозаписи показали напряженность в отношениях между Лайнетом и Робертсоном. Следующее турне по США было запланировано на декабрь 1976-го, но его пришлось также отменить после того, как Брайан Робертсон повредил руку в драке при попытке защитить своего друга, шотландского певца Фрэнки Миллера. Робертсон отвергал, что он был пьян, а только пошел туда, где можно поесть. Лайнет был рассержен и заменил Робертсона на Гэри Мура на время гастролей по США. Тур был успешным, и Лайнет попросил Мура остаться, но тот вернулся к своей прежней группе. Робертсон же решил создать собственную. В итоге 3 оставшихся участника группы вылетели в Канаду, чтобы записать очередной альбом. И уже через месяц после начала работы к ним присоединился Робертсон, уже как приглашенный, правда, музыкант, дописав гитарные партии в 2 песнях, и в итоге был официально восстановлен в конце года. Альбом же хорошо продавался, достигнув 4-го места в Великобритании. В 1978-м группа выпустила свой первый концертный альбом. Существуют некоторые разногласия по поводу того, которая часть альбома действительно записана на концерте. Продюсер Тони Висконти утверждал, что были наложены только ударные и аудитория. Однако Брайан Робертсон опроверг это, заявив, что он отказал Лайнету в повторной записи соло на гитаре, и что наложению подвергались только бэк-вокал и некоторые гитарные партии. Альбом имел огромный успех, достигнув 2-го места в Великобритании и вошел в список лучших концертных альбомов всех времен журнала Classic Rock в 2004 году. Этот успех, правда, был омрачен окончательным уходом Робертсона, когда отношения между ним и Лайнетом накалились до предела. В итоге Робертсон вскоре образовал собственную группу. Вновь попросили вернуться Мура. Примерно в это время группа объединяет усилия со Стивом Джонсоном и Полом Куком из Sex Pistols, а также Крисом Спэддингом и Джимми Бэйном, создав проект, который сыграл небольшое количество концертов с разнообразным набором песен. Таким образом, Лайнету удалось приобщиться к панк-движению и избежать ярлыка динозавров, которым панки назвали многие другие рок-группы 60-х и 70-х. В августе группа начала новый тур по США. Брайан Дауни не участвовал в гастролях, сославшись на усталость и предпочитая провести время в Ирландии со своим больным сыном. По окончании гастролей Дауни вновь присоединился в группе, и вскоре в Париже они записали альбом, который достиг номер 2 в Великобритании, а песня «Сара» была посвящена новорожденной дочери Лайнета. В июле 1979-го Гэри Мур внезапно покинул группу.
После нескольких концертов втроем Лайнет попросил Миджа Ура, с которым как-то работал ранее, стать постоянным гитаристом группы. Ур, планировавший играть в Ультравокс, согласился помочь только исполнить их гастрольные обязательства. Перед турне по Японии Лайнет решил привлечь еще одного гитариста, Дэйва Флетта, который играл с Манфред Манн, с тем, чтобы Ур имел возможность играть на клавишных в случае необходимости. Тур был успешно завершен, но в составе группы было 2 временных участника, а Лайнет стал тратить много времени на проекты за пределами Thin Lizzy, в том числе на сочинение и подготовку материалов для других групп, а также запись своего первого сольного альбома. Дэйв Флетт надеялся стать постоянным участником, но Лайнет выбрал Сноуи Уайта, который играл с Pink Floyd и Питером Грином. Мидж Ур по-прежнему выступал в качестве временного клавишника на концертах в начале 80-го, но был заменен на Даррена Вортона вскоре после того, как к группе присоединился Уайт. Этот новый состав даже записал альбом в промежутках между короткими турами. В начале 81-го Лайнет начал работу над своим вторым сольным альбомом, в котором принимали участие как музыканты группы, так и большая группа сессионных музыкантов. Примерно в то же время группа записывала материал для следующего альбома. Продюсер сессий Крис Цангарайц вспоминал, что чувство замешательства было в воздухе, потому что иногда никто не знал, записывают ли они сольную работу Фила или альбом Лиззи. Выход второго сольного альбома Лайнета был отложен до 82-го, в то время как альбом группы был завершен и выпущен в ноябре 81-го. Этот альбом значительно уступал по популярности предшественников, и сингл с альбома также провалился. Несмотря на то, что 2 песни из альбома были написаны исключительно Лайнетом, а остальные в соавторстве с другими участниками группы, Горам и Вортон заявили о неудовлетворенности некоторыми песнями. Вортон вообще был исключен из фотографий группы на задней части оформления обложки, несмотря на то, что он был к этому времени постоянным участником. В начале 82-го группа берет перерыв из-за того, что Дауни был побит в ночном клубе в Дании, а Гором страдал от истощения, вызванного приемом наркотиков. Лайнет в это время отправился в сольный тур и выпустил свой второй альбом. Сноуи Уайт покинул группу в августе 82-го, устав от сбитых графиков работы и проблем Лайнета с наркотиками. Менеджер группы Крис О'Доннелл, довольно долго сотрудничавший с группой, также оставил ее в это время, позже заявив, что некогда блестящая группа превратилась в дерьмо на его глазах. Лайнет хотел найти замену Уайту, прежде чем начать запись следующего альбома. Он остановил свой выбор на Джонни Сайксе. И альбом был выпущен в марте 83-го и был гораздо более успешным, чем его предшественник, достигнув 4-й строчки Великобритании. Присутствие Сайкса осовременило звучание группы, и хотя авторство песен было распределено между всеми участниками группы, звучание заметно потяжелело. Тур в поддержку альбома был намечен как прощальный, хотя Лайнет не был уверен, что это будет конец группы. Сайкс хотел продолжать, а Горому было достаточно. Последний концерт группа отыграла в Нюрнберге 4 сентября на фестивале «Монстры рока». Нездоровый образ жизни Лайнета и особенно прием наркотиков не прошел для него бесследно. 4 января 1986 года он умер от остановки сердца после нескольких дней нахождения в коме.
В 1996 году Джон Сайкс решил возобновить деятельность Thin Lizzy, представив новую старую группу как дань уважения к жизни и трудам Лайнета. Он взял на себя роль лид-вокалиста и убедил участников последнего состава примкнуть к нему. Чтобы окончательно укомплектовать состав, был взят бас-гитарист Марко Мендоза. Данный проект подвергся критике за использование имени группы без Лайнета, хотя данный проект только исполнял прежние хиты и не исполнял новый материал. В 1997-м Томми Олдридж подменил Брайана Дауни, когда последний не смог участвовать в выступлении и стал полноправным участником. Этот состав оставался до 2000-го, когда группа сделала запись концертного альбома. В это время из группы уходит Вартон. Сайкс в эти годы выпустил 2 сольных альбома, в то время как Горем работал собственной группой. Вартон позже заявил, что для группы будет лучше проводить меньшее количество концертов в более крупных местах. Он также полагал, что в этих концертах должен принимать участие Брайан Робертсон. Сайкс сказал, что все бывшие участники Thin Lizzy имеют право играть в Thin Lizzy в любое время. Группа продолжала гастролировать, но выпуск нового материала в планах группы не было. Сайкс заявил, что нынешний Thin Lizzy это в большей степени трибьютная вещь, и было бы неправильно записывать новый материал под этим названием. Сейчас деятельность музыкантов носит пассивный характер, но Thin Lizzy, как и по-прежнему, входит в число легендарных рок-коллективов.